Не нужно высшего медицинского образования. Вы должны обладать навыками диагностики. Все. У них это совершенно иная система обучения, поэтому не пытайтесь соединить две системы, нашу и американскую. Не получится. Слушаю вас внимательно. Would you recommend orthotics after treatment of the medial arch of the foot and correction of the talus to support it for a while, or not at all? It depends upon the patient's age. Ой, зависит от возраста. Many times, yes, but I try not to do it permanently unless the patient is much older. Возраст большую роль играет, и даже когда назначаем стельки, не обязательно они должны быть стельками постоянного ношения. То есть смотрите, что пациент может принять в своей жизни. Да? What would the answer to the question? Like with everything else. Ну, знаете, такой же ответ я мог бы дать на многие другие вопросы. You try to rehab the muscles, try to gain the strength into it. На самом деле, первая задача — реабилитировать мышцы, чтобы они придавали своду стопы необходимую прочность. Sometimes you find shoes that have arch built into it, and it's enough for the person. Иногда бывает хорошая обувь, где поддерживается медиальный свод стопы. Если он поддерживается в обуви правильно, то дополнительных стелек уже не нужно. Не экономим на обуви. Any other question? We get started. Если больше нет вопросов, то мы начнем занятие. Слушаю вас. There. The end, there. He's Слушаю hiding. вас. Заставить заработать. So you mentioned that muscle should be activated first before it can be exercised. Yeah. Would you recommend, let's say, belting of the pelvis constantly, regularly, or? Depends upon the patient. Тоже все индивидуально. Все зависит от пациента. Depends upon the patient, what they're doing. Все зависит от того, чем человек занимается в повседневной жизни. Not satisfied with the answer. Not satisfied with the answer. Я говорю, ваш ответ не понравился. Верно? Мы провели курс занятий, активировали ингибированную мышцу, и после этого мы рассчитываем на то, что она будет сохраняться в активированном состоянии. Так, да? И после этого уже специальное приспособление не нужно для активации. Yeah. Все. Thank you. Look. Sometimes even the bicycle shorts that are more elastic sometimes give enough support for somebody. Ну, потом, знаете, даже вот эти дополнительные средства поддержки не могут быть рекомендованы всем одинаково, в одинаковой мере. Кому-то восстановили функцию, и она сама уже потом держится. Кому-то нужно регулярно какое-то время использовать внешнюю поддержку. When you start saying everybody needs this or everybody needs that, you're talking religion. Ну, а потом, знаете, когда начинаются разговоры «всем надо это», это уже не прикладная кинезиология, а религия. Okay. Слушаю вас. Don't eat sugar. Не ешьте сахара, например, из этой же серии. Very often pregnant women complain of backache, even from the very beginning of pregnancy. So really, lots of women with similar complaints, if not same complaints. Anything in AK that can help? Where in the back are you referring to down here low? Вы имеете в виду нижнюю часть поясничного отдела позвоночника или о какой части спины идет речь? Low lumbus. Yeah, many times I use a rib belt designed for females, so it's cut out to go under their breast. I just put it down low around their pelvis, give them the support. Я тоже использую специальные пояса, которые предназначены для беременных, которые не сжимают живота. So also really lifting the growing baby. That aggravates more the ribs. I show them how to reduce the rib tenderness with that. Ну, на самом деле я много что использую, потому что зачастую есть жалобы и на болезненность в области ребер,
И, то есть, использую те приспособления, которые действительно снимают болезненные ощущения. Простите? Do you use bandages? We call them bandage. I try not to too much because of the allergic reaction to the skin Стараюсь problems. вообще по минимуму, потому что зачастую возникают аллергические реакции на коже. I try to stay away from a lot of elastic adhesive on the skin. Ну, if I can вообще avoid it. всякие вот эти адгезивы на коже я стараюсь по возможности не использовать. I'm not impressed with kinesiotaping. И кинезиотейпирование не производит на меня чрезвычайно благоприятного впечатления. Небольшой поклонник. Skin sometimes becomes traumatized because of an injury, a fall. А потом, знаете, кожа сама по себе склонна травмироваться во время падений, во время каких-то травм, And it's даже skin, без повреждения целостности кожных so покровов. sometimes you have to treat the skin itself, but Так что иногда приходится просто самой кожей заниматься для того, чтобы устранить лежащие глубже проблемы. it's like scars. Scars cause a lot of problems. Очень многие проблемы связаны с наличием рубцов в тканях. Okay? Now, Далее. you're going to take the person sitting next to you. Соседом по ряду. Now, you're going to test opponent's pollicis and opponent's digiti minimi. Тестируете противополагающие мышцы кисти, большого пальца и мизинца. The first thing you're going to do is test it like this. Сначала вот в таком положении. And when you go to test it, you're going to take 2 fingers on your finger and 2 fingers on your thumb. Значит, ваш испытуемый соединяет большой палец и мизинец. And you're going to pull gently apart. Вы 2 пальцами, 3 пальцами каждой руки беретесь за мизинец и за большой палец и пытаетесь аккуратно растащить пальцы. You're not going to try to do this. That doesn't work. Вот это не делать. Это не работает. And Нет, it's только gonna- сейчас сказал, этого нет. And there's going to be a slide in, and there'll be a slide in a minute that says, "Don't go like this." 2 руками берете мизинец и большой палец. You'd better demonstrate, really. Нет. Встаньте, пожалуйста, чтобы всем вас было видно. Встаньте, пожалуйста, испытуемый. Could you please demonstrate to everyone? Смотрите все, пожалуйста, что надо делать. Like this, Вот так. like that. Okay? Взять пальцы и постараться их развести своими 2 руками. Смотрите, правый ряд он показывает. Like this, Вот так. И никак иначе. like that. Только большой мизинец. Now, first you're testing opponent's pollicis, okay? Значит, сначала тестируем мышцу, противополагающую большой палец. And then you're testing opponent's digiti minimi. И противополагающую мизинец. So obviously, here we're testing ulnar nerve and you're testing median nerve. Okay? You're testing the ulnar and the median nerve. То есть тестируем локтевой и срединные нервы. Now you could test them separately, Можно тестировать порознь. but that's the way you're going to test them in a neutral position. Но имейте в виду, кисть не в нейтральном положении. Now, who was strong? У кого сильные мышцы? Who was strong when you did this? У кого не разорвали пальцы? Just 2 or 3 of you? The rest of you were Только у inhibited? 2, 3. Это что ж за больная аудитория у нас? Okay. I want somebody strong. Come up here. Сильный кто-нибудь, выходите. Sit down. Relax. Садитесь, расслабьтесь. Hold. Держите. Strong. Сильные. Now, if I take this with the wrist, Теперь, если кисть разогнуть, I'm putting more stress on the carpal bones. стрессируются кости запястья в большей степени. It's strong. Сильные. Now I'm going to have the person fully pronate, Теперь полная пронация. and I'm going to test it again. И снова тестируем мышцы. Hold. Держите. Now it's weaker. Мышцы ослабли. Now,
So when I've pronated this, При пронации I'm applying pressure here at the elbow. So what I have is an elbow problem. возникло больше напряжения в области локтевого сустава, значит, там проблема. So I'm causing some entrapment under the pronator teres muscle. То есть фактически круглый пронатор And also in that компримирован. position, there's going to be a little bit more stress on the ulnar nerve. То есть в этом положении в большей степени стрессируется straight. локтевой нерв. He keeps trying to cheat. Hold. Не хитрить. Now it's weaker. Вот и слабость. Okay? Now, Я ничего не делал еще. А? Я ничего не делал еще. well, no, what he tried to do before was to go like this. Вы вот так попытались пальцы поставить. No, I want it straight because he recruits with extra muscles. Не Hold. надо включать No. дополнительные мышцы, пальцы прямые. Now it's inhibited. So I have a problem here at the elbow. Excuse me, I guess. Now, Those who know muscle testing help those who don't know. but we're going to go through all of these. Now, there's two different ways of doing this. One, we tried to start with something that's strong here. Не сейчас. Спасибо большое за предложение, чуть позже. And for you that were weak, we're going to do it a different way. Потому что тут, возможно, два подхода. Мы начали с тех, у кого мышцы были сильными, потому что со слабостью можно работать иначе. Now I'm bringing his arm behind him. Теперь уводим руку за спину. It's strong. Мышцы сильные. Now, I'm not in pronation now. I just got the hand in a neutral position. Знаешь, рука без особой пронации в нейтральном положении была. If he had a shortening of the pectoralis minor muscle, Если было бы укорочение малой грудной мышцы, it would create weakness in that position. в этом положении мышцы тоже ослабли бы. Now, so if we start at the neck, we can have a problem in the cervical spine. Значит, начать можно с шеи. Могут быть проблемы в шейном отделе We can позвоночника. have a problem with the shortening of the scalenes. Значит, передние лестничные могут быть укороченными. We can have an entrapment under here, Может быть ущемление здесь, elbow problem, and wrist проблемы с problem. локтевым суставом, ну и далее, Okay. в Now, запястье. who was кого weak to start слабые? with? You're weak to start with. Come here. Oh, that's right. Come. Sit down. Why do you think you have a problem? Why does she think she has a problem? Почему, по-вашему, у вас проблема? Боль. 2 Pain года, over боль there в for этом 2 years, in there. Очень больно пронировать. Really painful supination pronation. And she has some atrophy of the muscle. И мышечная атрофия уже есть. And this shoulder is what? It's forward and up. И смотрите, левое плечо кпереди и кверху. So, you started with the person with the problem. Итак, теперь с теми, у кого мышцы слабые. So I'm just going to put the fingers together like that. Hold, Пальцы соединили, and it's weak. мышцы слабые. Hold, and it's weak. So I'm going to ask her, relax. Расслабьте руку. I want her to squeeze the carpal bones here, Сожмите кости запястья. and it strengthens it. Мышца усилилась. Okay? Now, Мышцы усилились. forget this stuff. Take your fingers and go like this. Вот так сделайте руку. Now, I want your neighbor to take Сосед по ряду. middle finger, median nerve, hold. Средний палец, срединный нерв. Flexor digitorum profundus. Глубокий сгибатель пальца. Ring finger, Безымянный палец. flexor digitorum profundus, so the ulnar nerve. Hold. Локтевой нерв. Good. Глубокий сгибатель. Over here. Bend. Hold. Fight. Сопротивляйтесь. Nothing. Вообще ничего. Nothing. Тоже ничего. So the problem here is what? Значит, проблема в чем? This nerve is supplied above the wrist. Down. Hold. Fight me. Сопротивляйтесь, не давайте разгибать палец. She has no strength. Силы нет. She has no strength. Нету. So the muscle is above the wrist. Значит, мышца выше запястья. To be involved, it has to have an entrapment above the wrist. Значит, и ущемление должно быть выше.
I'm going to have her approximate the radius and the ulna. Сближаем лучевую, локтевую кости. Keep that down. Держите палец, не давайте разгибать. And now she has strength. Вот теперь появилась сила. Okay? Let go. What am I doing to pectoralis minor? Сейчас я что делаю с малой грудной? I'm raising it up off of the brachial plexus. Приподнимаю ее, чтобы она не сдавливала плечевое Hold. сплетение. It's stronger. И мышцы стали сильнее. So I know that she has a problem here, Значит, здесь проблема, Here здесь and here. и здесь. okay? I want to relax the scalenes, Надо снять напряжение с лестничных мышц. nice and relaxed. Hold. Сейчас мышцы расслабленные. Doesn't make a difference. Ничего не поменялось. I straighten out the cervical spine. Выпрямляю шейный отдел позвоночника. Keep this bent. Держите пальцы согнутыми. It's stronger. Стали сильнее. Different. Вы почувствовали, что по-другому стало, So да? she has 1, Итак, раз, 2, два, 3, три, 4 places you have to treat. 4 места, которые требуют лечения. Not just one. Не одно. See? And if all you try to do is treat here, one of the reasons Ну, why какой смысл заниматься кистью, если там болит? carpal tunnel surgery is so ineffective in many cases Вот поэтому операции, производимые на запястье, зачастую неэффективны, не дают результата. because she doesn't just have a problem here, she's got Потому что проблема-то вон 4 где, problems to а не fix. только в одном месте. Значит, нужно же всеми 4 местами Now, заниматься. so sometime with the patient they don't believe it, so you just А если пациент тебе не верит, делаешь так. that hurts. Короче, делаешь ему больно. А так? Doesn't hurt. Нет. You just took pressure off the nerve. То есть просто нерв разгрузили, напряжение сняли, и все. Good. Walk around like that all day. Вот так и ходите теперь. You'll be fine. But you have 4 different places То that есть, you видите, have to 4 treat her места, with. которые требуют внимания. So we start with just simple muscle test. Итак, начинаем с простого мышечного теста. So here we're starting down here at the end of the median nerve and the ulnar nerve. Видишь, срединный нерв и локтевой. And I use the last digit of the fingers to test above the wrist И потом тестирую то, что уже выше запястья, то and есть see where it makes a используя difference. дистальные Okay. фаланги. So if you start with a weakness, it's easy. You just find out where it То есть makes a change. отталкиваться от слабости проще. Просто ищешь то, что усиливает мышцу. However, if it's strong, А you вот want to если start мышца to put сильная, stress on the nerve. Тогда надо стрессировать ткани to для find того, out where чтобы it is. спровоцировать картину проблемы. Because some people come in and say, I only get a problem when I reach behind me. Знаете, doing порой приходит something. пациент и говорит, вот стоит мне назад потянуться, чтобы что-то достать, возникают проблемы. You want to find out where it is. Okay. Вот и надо выяснять, в каком месте конкретно эта проблема возникает. So we start with, we're just going to do two tests down here in the hand. Итак, сначала выполняем только 2 теста для кисти. One's going to be this, Один and the other one is going to be the last digit. и I like второй, this только дистальная фаланга. because when it's weak, it's pathetically weak. Этого хватает, потому что если Okay. слабость есть, она настолько явная, что перепроверять не приходится. So if you test somebody and you find an inhibition here, Итак, если обнаружили слабость при противоположении пальцев, you're to find what makes it stronger. ищите тот фактор, который даст возможность мышце Да. усилиться. If you find that it's strong, А если исходно мышца сильная, I want you to take, тогда используйте провоцирующие положения кисти. extend the wrist, Разгибаем кисть, full pronation, полная пронация arm кисти behind, и руку drop назад the head, и okay, над головой. and then drop the head То есть down. голову задвинули, голову опустили вперед. And you're going to find out if you end up with a weakness in any one of those positions. То есть ищите те положения, в которых изменяется сила мышцы. If you do, you've now found where there's an inhibition there. И Okay? тогда будет понятно, с чем надо работать. We'll come back to you later. Мы к вам вернемся позднее. So, you don't do this test. Так нельзя. When you take and bring this together like this, you're testing mostly just ulnar nerve. Когда So, пальцы соединяются that. колечком, то тестируется в основном только локтевой нерв. So there's the hand
in with the wrist in extension. Вот вам тест с разгибанием Pronation. кисти, And then you're going to bring the arm back behind it. пронация и рука за спину. You're trying to Ну, apply не за спину, а stress назад, за тело. on the pectoralis minor to see if it entraps anything down the arm. То есть фактически проверяете, насколько малая грудная задействована в ущемлении нерва. Drop the head. Опустили голову, That challenges if there's any nerve root compression. провоцируете корешковую симптоматику. You're just trying to find out where there's a problem, if it То есть exists. фактически ищете те участки, которые связаны с появлением проблемы. The nice part about it is you're done in less than 2 minutes doing the test. Прелесть в том, что не пройдет и 2 минут, а вся уже последовательность тестов будет выполнена. And you've isolated how many different areas И вы the уже будете patient знать, potentially has a problem. сколько участков требует лечения. We'll come back to that. Ну а к Okay. этому мы вернемся позднее. So, just take your neighbor and go through and do that Ну что testing же, right теперь now. с соседом занимаемся. If you got a problem, just raise your hand. One of us will come around Если and help you. возникают проблемы, поднимайте руку, кто-нибудь из нас подойдет, из тех, кто может помочь решить вопрос. Relax. Good. Grab. No. Here. No. No. Here and here. Okay. No. If you're trying to put full stretch on the nerve, yes. Даже был задан вопрос, надо ли при сгибании головы отводить руку назад. Он говорит, если хотите сделать полное растяжение нерва, усилить растяжение, то надо уводить руку за спину. Let's just do one other nerve entrapment, and then we'll take these all apart. Ну, давайте еще одно ущемление. Anybody have a weak shoulder? Слабое плечо. У кого? С плечами проблемы. Ключевое слово плечо, на всякий случай. Tell me about it. Рассказывайте. Боль в плече, напряжение мышц шеи. Okay. Maybe, maybe not. Может да, может нет. Sit here. Садитесь, пожалуйста. Which shoulder? Какое плечо? Left. What do I already know? Что я уже знаю? This is forward and superior. Куда вы? Yeah. Okay. Значит, левое плечо поднято и выдвинуто вперед. So as soon as you see this, you should automatically think of there's a shortening of the pectoralis minor muscle. А это уже говорит о том, что есть укорочение малой грудной мышцы. Now, what muscle holds the shoulder back? Какая мышца позволяет плечи распрямить, развернуть ромбоид? What holds it down? А опускает плечо какая мышца? Latissimus. Okay. Значит, разворачиваем плечи ромбовидными, опускаем широчайший. Now we can come back and test for that in a minute. Значит, мы это тоже будем сейчас с вами тестировать. But there's another problem that happens when you have a weak rhomboid. Но когда ромбовидный слабый, возникает еще одна проблема. This is the muscle you're going to test in a minute. Вот эту мышцу вы сейчас будете буквально через минутку тестировать. Push back against my hand. Назад рукой, кистью назад. Push back. That's infraspinatus. Это подостная. Probably the most important muscle in the rotator cuff. Может быть, самое важное в манжете ротаторов, во вращательной манжете. Now the problem is when we pick up something, we grab something, where's our arm? Где руки обычно, когда мы пытаемся поднять что-то или взять какой-то предмет? So what we're going to do is you're going to test Значит, будете тестировать сейчас infraspinatus, подостную мышцу.
And then you're going to have the patient reach out in front of them as if they're going to Потом pick просите something up. пациента вытянуть руку вперед, как будто человек собирается поднять или взять какой-то предмет. And that's all she has for an Вот и infraspinatus. все, что осталось от вращательной манжеты. Back here, А в этом положении strong. мышца сильная, Here, а здесь nothing. ничего. Reaches out to grab something, instability. То есть потянулись что-то взять, возникла Creates a нестабильность, получилась слабость. Okay? We'll come back to it. Мы к вам вернемся. Now, what you have is you've got the nerve wrapping around Есть нерв, который оборачивается, the suprascapular nerve, infraspinatus. That's our test for it. ну, в общем, как говорится, мы говорим о надлопаточном нерве, о подостной мышце, вот тест. You don't test on the hand, you've got to test on the Руку forearm. свою кладете не на кисть пациента, а на предплечье, на дистальный конец предплечья. This causes recruitment of the muscle, increases И the strength. саму кисть не разгибаем, потому что вовлекаются прочие мышцы, получаете ложный тест. Play that one there. That's the motion you're going for. Вот движение, которое нас интересует. Play that one. And that's what the person does when it's inhibited. They try to Вот что bring the сделает hand back. пациент при слабости мышцы, начнет рекрутировать другие мышечные волокна. So play this. So you're going to bring the arm forward like this, and you're going to test the muscle. Но выдвигаем потом руку вперед и тестируем ту же самую мышцу, только в другом положении. If there's too much motion in the scapula, Если лопатка совершает слишком большое движение, basically the rhomboid is inhibited, the rhomboid is weak. это говорит о том, что ромбовидные мышцы ингибированы, они слабые. The suprascapular nerve becomes overly stretched, Надлопаточный нерв растягивается arm чрезмерно, goes weak, рука слабеет. and the person hurts themselves for no reason. И безо всякой причины человек наносит себе травму. So it's simple. Так просто. I want you to look at the person you're going to test. Итак, сейчас смотрите на соседа по ряду, кого будете тестировать. If their shoulders are rolling forward, it's a pretty good sign they're going to have this. Если плечи скруглены, очень высока вероятность того, что мы говорим именно о вашем соседе. The problem is you now know what they're looking for, so you'll sit there like this. Конечно, теперь, когда все знают, как сидеть не надо, все сядут ровненько. You're going to bring the arm up to 90 degrees, Значит, сначала elbow 90 degrees, сгибание 90, отведение 90, hand in slight flexion, кисть в небольшой флексии. and you're going to test infraspinatus. Тестируете подостную мышцу. You're then going to ask the patient to reach out way in front Потом of them, просите пациента потянуться вперед. and you're going to test and see if the muscle И becomes тестируете inhibited. мышцу, смотрите, ослабевает она или нет. Okay? Now, go ahead and do that. Приступайте, пожалуйста. Больше вперед, как будто тянетесь зачем-то. Now, relax. Resist. Neat. Нет, если есть проблема, когда человек тянется вперед немножко. Watch. Это да. Не отвлеклись, Strong. не слушайте. Good. Let's do the test. Но у меня нет передней дельты. Relax. Расслабьтесь. Я поднимаю потом. Обидно, да? What? Is he upset? Oh, Наверное. Moving on. no. Come. Идите сюда, чтобы не было обидно. Push. Push. That's his rhomboid. Тромбовидный у вас. You want to test the rhomboid, Значит, тестируем ромбовидные мышцы. you've got to bring the scapula close to the spine. Максимально приближаете лопатку к позвоночнику. Push back. Push. Держите так руку. He's good on this side. С этой стороны хорошие мышцы.
bad on that side. А с этой стороны плохие. That's all. Вот и все. It really, what you're finding is a rhomboid weakness. То есть на самом деле зачастую еще наталкиваешься на слабость ромбовидных мышц. And that's what allows the shoulder to roll forward like Ну а that. раз ромбовидные слабые, плечи, конечно, ползут вперед. Now, the rhomboid weakness creates not only this kind of weakness, Слабость ромбовидных вызывает не только ту слабость, которую мы сейчас с вами тестировали, and this explains the people who hurt themselves when they're out reaching out объясняет in то, что front of them. люди травмируют себя, когда пытаются поднять предмет впереди себя. And you Ну или almost- тянутся за предметом. And you almost always have shortening of the pectoralis minor В этих случаях мы практически всегда наблюдаем укорочение малогрудных мышц. with at least the beginning symptoms of a thoracic outlet syndrome. И, как правило, хотя бы начальные проявления синдрома грудной апертуры. So they kind of go together. То есть такие проблемы идут рука об руку друг с другом. So, come here. Now, the whole time she's been sitting here like this. Вот сколько она тут сидит, она все время сидит вот в такой позе. Потому что? Где? Because neck hurts acutely. That's not why she sits like that. Ну, слушайте, не ищите сейчас Where причин, does не your neck поэтому. hurt? Где у вас шея болит? Back here. Тут? Hurts on the right. On the right. In a minute. Через минутку. Grab. Держите. Крепко цепляйтесь. Grab. Цепляйтесь. Shoulder back. Плечи назад. Grab. And you can take a dynamometer and measure the strength. Можно было, конечно, взять динамометр, померить силу кисти. Slide back. Глубже садитесь. Come back, come back. So, it hurts here, Тут болит. and it hurts here. И тут болит. It hurts. И болит, верно? Da? You sure? Уверены? А сейчас? А тут? No. That's a shoulder problem. Это where проблема плеча. you have an overstretching of the acromioclavicular ligament, Чрезвычайно растянутая акромиально-ключичная связка, causing a contraction of the upper trapezius. а из-за этого проблемы верхней трапеции и протракция плеча. Push back. Назад. You have poor strength in the posterior deltoid at least. Задняя порция дельтовидной слабая. And all I'm doing is holding the clavicle against the acromion process. Смотрите, я просто укрепляю акромиально-ключичное сочленение, не даю ключице и акромиону расходиться далеко. Causes the increased strength in here. И сразу сила появляется, и боль проходит. Не болит, And верно? the trapezius muscle relaxes right away. Трапеция просто сразу расслабляется. So her neck problem is coming from the shoulder, but from here. То есть, видите, шея-то у вас болит, но шея ни при чем. But the pectoralis minor shortening, Но у вас еще укорочена малая грудная мышца, that's what's creating the weakness in the hands. а это дает слабость Okay. кисти. So even though she should be back up like this, but То she's есть got to fix the shoulder and Ходить then и сидеть strengthen надо this. так, плечо надо Okay. укреплять, и тогда Спасибо. все у вас будет хорошо. Now, again, many of you will find more than one reason why you have weakness here. То есть по большей части случаев вы будете обнаруживать не единичные причины слабости, которые мы только что продемонстрировали. So many times the patient comes in and says, I have numbness in my hand, Ну, whatever. зачастую пациент приходит, знаете, говорит, как-то кисть не имеет, там And еще what- что-нибудь называет. And if you go and test it and find it weak to start with, Ну и начинайте тестировать так, как мы с вами тестировали. now it's just a matter of where, Находите местоположение проблемы, где and then она. you figuring out what is the therapy for the different areas Но in самое order to главное, нужно найти normalize. лечение, чем можно поправить состояние той или иной области. The more confusing one is the patient who comes in and says, I have symptoms, Наиболее путанные ситуации бывают в тех случаях, когда пациент говорит, у меня есть симптоматика, but it's not inhibited when you go to test for it. но тестируешь и не находишь ничего. And you ask the person, what is your occupation?
How do you sleep? И вот тогда спрашиваешь пациента, чем он занимается повседневно, в какой позе он спит, When do you get the symptoms? в какой момент появляются симптомы, с чем они, может быть, связаны. And then you exaggerate these positions. Ну и тогда уже продолжайте тестировать в тех положениях, которые выявляются To then опросами. determine what areas do you need to treat and how. И решаешь тогда уже, какие области лечить и как. Every one of these areas comes down to, is there something that's inhibited? Is there something that's overly shortened? На самом деле всегда задаешь себе одну и ту же серию вопросов. Где ингибиция, то есть какая мышца слабая, какая And then мышца trying to correct сокращена чрезмерно. И тогда уже от этого начинаешь двигаться дальше. So whether it's an elbow or a wrist, Будь то запястье, будь то локоть, here in the pectoralis minor, будь то состояние малой грудной мышцы. where's the weak muscle? Where's the short То muscle? есть где слабая мышца, Where's где the muscle короткая that's мышца, overworking? где мышца, которой приходится работать чрезмерно напряженно. You've got to correct those, exercise it, strengthen it, take the stress off of it. Создал предпосылки для нормальной мышечной работы, назначил этим мышцам курс тренировок, и все хорошо. And every one of them is about the same. На самом деле очень многое похоже друг на друга. They all involve usually the same muscular imbalance. То есть, как правило, наблюдаем с завидной периодичностью проявляющиеся одни и те же мышечные дисбалансы. So, let's take somebody who had a pec minor syndrome. Синдром малой грудной мышцы у кого? One person come up. Кто-нибудь один выходите. What? You're slow. Что ж так медленно-то? One person comes up, he comes. Sit down. Сказал один выйдите, вот он Which один и arm? вышел. Both of them. Что, оба? On this Обе. arm is latissimus dorsalis weakness when I pull up. Еще раз, что там про широчайшее up. при подтягивании? Слабость широчайшей при подтягивании. Pull in towards you. Pull in towards you. Well, that's your lat. Вот и вся ваша широчайшая. Relax. Push back. Назад. Put your ear and your shoulder Ухо together. к плечу. Wait a minute. Okay. Sit down. Садитесь. Push back. Назад. Pull in. К себе. Is his lat weak? Что, слабая? Широчайшая. His lat is weak when he does what? Она слабая когда? Standing. When he's standing. Стоя. There was a book back in the 80s, Understanding the Scientific Basis of Human Movement, O'Connell and Gardner. Had one paragraph in this book that was worth reading, the rest of it was a waste Значит, of на самом time. деле в 80-е годы вышла одна книга, в которой интересен только один параграф, один абзац. In it, it said, if the plantar muscles are overcontracted, Там написано, если мышцы подошвенной поверхности стопы, подошвенные мышцы, находятся в состоянии чрезмерного сокращения, it causes an inhibition of the spinal extensors. возникает ингибиция разгибателей позвоночника. Now think about it. Задумаемся. At a swimming event, at a swimming race, if the starter holds the swimmers too long, Если перед началом заплыва Somebody flops into сигнал the к water. началу заплыва не раздается достаточно долго, Okay. кто-нибудь обязательно с тумбы упадет в воду. when we walk and the weight comes forward towards the front of the foot, Знаешь, когда во время ходьбы вес тела переносится на передний отдел стопы, there's an inhibition of the spinal extensors. It helps us возникает smoothly walk forward. естественная ингибиция разгибателей позвоночника, что, собственно, позволяет продолжить Okay. движение вперед. So people with chronic problems in their low back, Пациенты neck, с shoulder, хроническими проблемами поясницы, you test any of the spinal extensors. сразу вас должны навести на мысли о тестировании разгибателей Stand up. позвоночника. Goes weak. Сидя сильнее, встал, Many сразу times- все ослабло. That's a problem with the foot. Значит, это проблема стопы. Plantar muscles are overcontracted. Значит, подошвенные мышцы слишком сокращены. Roll to the outside of your feet like Встаньте на that. наружный свод стопы, пожалуйста. Go back down. That's all he has. Что это? To fix this, you got to fix his foot.
Can't do a thing about it otherwise. Видите, одно полечил, второе исправится. Незачем думать обо всем сразу. He's a candidate to slowly develop plantar fasciitis. Хороший кандидат на развитие воспаления подошвенной фасции. And we could have a discussion about that. But that's his problem, Мы не creating this будем weakness вдаваться up в here. детали этой дискуссии, но вот вам So- проблемы, которые связаны друг с другом. Other pectoralis minor syndrome. Но еще синдром малой грудной мышцы выходить. Run, fast. Бегом, 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 бегом. Нет, не вы, конечно, но уже раз вы прибежали. Well, wait a minute, we do both of you. That's not a Погодите, мы problem. займемся обеими, что ж вы так разочаровываетесь Which сразу? side? Both sides? One side? С одной стороны, с двух. С одной. One. Her shoulders up and forward. Плечо, Okay. нет, плечо вперед и вверх ушло. Push back. Больно? Painful. Push Назад back. рукой сопротивляйтесь. Weak. Слабая. Push back. Этой. Take your shoes off. Снимайте обувь. Push back. Назад, Push back. назад. Sit down. Садитесь. Push back. Where do you start? С чего начнем? Feet. She's got bad feet. Стопы негодные. Get a wheelchair, you'll have no problem. Покупайте инвалидное кресло, и проблем у вас не будет. No, but she's got the problem in her foot before because the talus is anterior. She's got Помните, мы до этого уже this. говорили, что есть проблемы со стопой, переднее положение тарана. But that's what's causing inhibition, which А allows это her to start провоцирует to roll forward. ингибицию, ненужное напряжение, ненужный стресс на суставы. So you end up having to fix her feet in order to get so that everything is То есть working. для того, чтобы все остальное заработало, у нее Okay. сначала стопы надо лечить. You're out of here. Уходите. Other one. Вторая. Пошла. Okay. First good sign, her ear is over her shoulder. Значит, смотрите, ухо над плечом. Now, push back, Назад. weak, push back. Okay. Sit down, Садитесь. push back. Назад. So weight bearing doesn't make a difference. Значит, весовая нагрузка ничего не изменила. So she's bent over not because of her feet. Значит, тут Okay. не стопы виноваты в том, что она так ходит сутуло. Now, is this tender? Чувствительно? Not painful. What? Not painful. No pain? Точно не больно? It's tense. Просто напряжено Is очень. that different? Так по-другому? Погодите, но по-другому ощущения другие. Первый раз было ощущение напряжения, когда второй раз меньше напряжения. Less tension second time. So you don't believe it. Так что нельзя верить. Come and sit down. Садись на кушетку, пожалуйста. Okay. We know that she has shortening of the pectoralis minor muscle here. Итак, мы уже предполагаем укорочение малой грудной мышцы. The pectoralis minor is going to shorten when she has a weakness of, Она укорачивается, соответственно, Push back. возникает слабость других мышц. there's mid-trap, Была push средняя back, трапеция, lower trap is good, нижняя трапеция хорошая, push back, назад, rhomboid is bad, ромбовидные плохие, push back, rhomboid is bad, и здесь push плохие. back, mid-trap is bad, Средняя трапеция, lower trap is good. нижняя трапеция хорошая. However, she has on both sides, she has tenderness, which goes away when I do this. Ну, то есть с обеих сторон чувствительные Push up. до тех пор, пока не соединишь сустав. Push up. She has weakness to the serratus. Pull in Слабость towards you. лестничной, ой, зубчатой, простите, Subclavius. подключичной, Pull in.
Strong. С этой стороны сильная. Push up. Вверх. Serratus. Push up. Зубчатая. So you got to weaken serratus bilaterally. С обеих сторон зубчатая слабая. Let me guess. Tender. Чувствительно? Yeah. We can make it hurt less by pushing the scapula near Но it. теперь соединим ключицу с лопаткой, чтобы болело меньше во время процедуры. Push up. Should be tender under here. Вот здесь должно быть болезненно. Yes. Pull in towards you. К себе руку, к голове. Tender. Болезненно, да? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ой-ой-ой, David, What? it's very painful. Tough. Push up. Tough Russians. What? Такие крепкие русские, что же? She's not saying anything. I live south of Boston. Push up. Yesterday, 2 days ago, I left. Значит, живу к югу от Бостона, 2 дня назад уехал. It was 15 degrees. The flowers were still in bloom. 15 градусов тепла, все еще цветут цветы. And what did I see when I arrived here? Yes. I В have the ноябре ocean. цветы отвратительно. В ноябре цветов быть не должно по определению на улице. I have the ocean right there. It keeps it warm. What? У меня там океан, говорит, рядом, из-за него все тепло. You fly into Moscow, and what do you see? Beautiful white. Supposed to be beautiful. Я увидел, прилетела в Москву, так красиво, так все белым-бело, потому что я с утра говорю, ладно, сегодня серый, 2 дня назад было так красиво, было все белое-белое. Вот теперь, Push forward. что, говорит, я увидел, прилетело, все белое-белое, такое красивое. Pull back. Push forward. So, what am I doing? I'm doing an isometric pull back. Что я делаю сейчас? Изометрическое сокращение. There was a study that showed if you do an isometric for the muscles that do the same thing as the ligament will shorten. Знаешь, было исследование, которое показало, что если использовать изометрическое сокращение тех мышц, которые повторяют направление функции связки, то связка тоже укрепляется. No pain. Не больно. So there's her neck pain on that Now side. she's looking at me saying, it's not painful. Oh, yeah, painful. Push back. Вообще не больно. Forward. So I take her in the office to a doorway and against the door jamb, push. Значит, будете сами, как я в кабинете показываю своим пациентам, делать то же самое в дверном проеме. I say 4 times for a count of 5, forward and back. Now. Nothing? Не больно? So she has to do that. She has to massage these muscles Once again, how many times, how many repetitions? 4 times for a count of 5, alternating. 4 раза, досчитывайте до 5 каждый раз. Now. Stop. Сидеть. Put your fingers Пальцы вот сюда right ставьте. here. Pull your elbow forward. Локоть вперед. Now. Теперь. Feel the pec minor? Почувствовали волокна мышцы? That's that muscle. Это Okay? вот мы как раз об этой мышце с вами говорим. You are going to have to massage Вы down, будете ее массировать, растягивать and you're going to do that on both sides. с обеих сторон. So she's got to massage to start to stretch that muscle out. I don't let them do a hard stretch to То start есть with. я не рекомендую пациентам нагрузочных растяжений, самостоятельно растягивают мануально. Face down. На живот, пожалуйста. No. Идите сюда. No. That way. Push. Вот в этом направлении. No. Tell her to. Вы ей дайте команду No. сопротивляться, Tell когда her to- надо. Do it again. See how it's weak? Почувствовали слабость? From here to here. Теперь отсюда до сюда. Прорабатываем, да?
Okay. Сопротивляемся. Давим. Сила. Сильно. Became strong. Test that side. Теперь ту сторону. Эту сторону. No. Test. Сначала тестируем. Так, с той стороны надо. Сопротивляемся. Давим. Boom. So you want to find what you need to do to activate the muscle so the muscle works. То есть надо найти способ заставить мышцу заработать, активировать ее. And one of the problems with people who do this work, they think you do it one time, it works forever. Большая ошибка состоит в том, что некоторые думают, Тест. сделал один раз и хватит на всю оставшуюся жизнь. Better? Okay. So you try to figure out, for me, Так что ваша задача на самом деле найти причину проблемы. И What что can надо I have делать the для того, patient чтобы do? проблема исчезла. she's got a problem with both shoulders. Итак, есть проблемы с обоими плечами. Pectoralis minor is too short. Слишком короткая, малая грудная. She's over like this because the rhomboids in the mid-trap are weak. Ромбовидная средняя трапеция слабая, и поэтому плечи все время уезжают вперед. So we want to get the muscle То есть activated. нам надо сначала активировать мышцы, And then in the office, I take elastic tubing and I а give her потом взять exercises. этот тубинг, эластичные приспособления для тренировки. And again, what would we do? We test the muscle. Но что сначала делаем? Тестируем мышцу. How many times can the muscle Узнаем, сколько contract? сокращений эта мышца выдерживает. Find out how many repetitions she should do and Соответственно, решаете, сколько повторений может быть в одном подходе. have her exercise multiple times a day. И говорим пациенту, что он должен тренироваться в таком режиме несколько раз в день. How long does it take? Сколько времени на это уйдет? Depends upon how well the patient does Все будет the, зависеть от того, the насколько work. хорошо она будет выполнять домашнюю работу. Okay. If they go to therapy, I want them doing, the idea is I want them doing something at least 6 days a week, multiple times a day. Ну, на самом деле, хотя бы 6 раз в неделю, по нескольку раз в день. И вот так, я считаю, человек должен лечиться самостоятельно. I'd rather have a little bit multiple times a day. То есть считаю, что лучше часто, но помалу. Вернее, помалу, но часто. Okay. Questions? Вопросы? Слушаю вас. Anything different when you work with children? At what age? Какой возраст вы имеете в виду? From about 6 and 7 up, no, we do exactly the same thing. Нет, с 6-7 абсолютно так же, как со взрослыми. There's no reason not to. Почему нет? I mean, I'm not going to have them do heavy weights, but I have very light elastic tubing Нет, that ну, they can конечно, work я им не with. предлагаю такие же нагрузки, как взрослым, но тот же самый тюбинг есть в меньших нагрузочных категориях. Какие? О каких конкретно мышцах вы говорите сейчас? You were demonstrating muscle testing lying down. Why not sitting? Why did you ask the patient to lie down? For the rhomboid, Вы имели в виду ромбовидные сейчас? number one, because you're probably, Вам не понравилось, как я перевела? А что мне? Понравилось, хорошо. the only, Ответ правильный. the only muscle I Не did беспокойтесь, я here донесла вашу мысль. was with the rhomboid lying. And Значит, первая причина, почему я тестировала ромбовидные лежа. now, if you have a very strong male, for Если example, выйдет, допустим, очень крепкий мужчина, it's hard to stabilize them this way. его будет сложно стабилизировать в таком положении. It's much easier with them on the table. Поэтому легче положить. The problem with the rhomboid is Хотя надо сказать, что есть и проблема с ромбовидными. most people don't do a sitting test very well. Очень многие, то есть проблема с тестированием, очень многие плохо выполняют тест ромбовидных мышц сидя. What you're really testing is the angle that the scapula moves around the rib Потому что cage. на самом деле нужно соблюсти плоскость движения лопатки относительно ребер. And it's easier to actually test that at an angle from the opposite Поэтому side. гораздо легче, когда вы стоите с противоположной стороны кушетки и тестируете под правильным углом. Come here. Relax. Расслабьтесь. This shoulder's forward of this one. Правое плечо вперед. So if he's got a weak rhomboid, it's probably on which one? С какой стороны, скорее всего, будут слабо ромбовидные? Okay? Now, С этой же.
Push at me. Сопротивляйтесь. Push at me. Сопротивляйтесь. Lie face down. Ложитесь на живот. If I'm going to teach somebody to test a rhomboid, I'd rather have them on the opposite side of the body. То есть, когда я преподаю тестирование ромбовидных мышц, я предлагаю встать с противоположной стороны кушетки. Push at me. Сопротивляйтесь. There's the test. Вот и тест. And it's easier to get at the angle То есть легче в этом положении because what you're really соблюсти testing. плоскость сочленения лопатки с грудной клеткой. The rhomboid is holding the scapula in here. Потому что вот функция ромбовидной мышцы, она удерживает лопатку So when ближе you're к testing it, позвоночнику. you don't want to be pressing this way. You want to be pressing Поэтому along the и angle направление of теста the должно muscle быть fiber. тоже в плоскости сочленения, а не перпендикулярно к ней. It's a lot easier. Notice where my forearm is. Смотрите, где мое предплечье. If I do this, I have nothing. Видите, если неправильно выстроить линию давления, то ничего не получаешь в тесте. It's just easier that way. Так просто проще. And then for asking it, Но he gets более this. того, раз уж вы And this напросились, is usually what it is. It's usually not a nerve. It's usually the muscles become strained and traumatized. то есть, как правило, речь идет не об ущемлении нерва в этом случае, а о травмировании мышцы. Push. Сопротивляйтесь. You should be able to stand on it. Okay? У меня, правда, была прямая травма мышцы. I really had a direct trauma of the muscle. So, Вот видите, how'd you get a trauma of the muscle? как можно повредить мышцу? Что надо сделать такого? Упал с забора. Fell down from the fence. Okay. Anybody else got a question on that? Еще у кого есть вопрос по теме? Слушаю вас. А какова реабилитация профессиональных связок и вообще связок в этом регионе? Упражнение? Ну, реабилитация. Вот при травмах. How would you rehab the ligaments of the shoulder? Простите, я правильно вас поняла? Про связки вопрос? Да, связки. Это профессиональная особенность. Да. Look, your first thing is you want to find what muscles are inhibited in there that are going to support it. Первое, значит, вы выявляете, какие мышцы являются ингибированными из тех, которые должны поддерживать функцию. So the first thing is, I wouldn't think of what you're going to be looking at is what is the stability of the scapula, the clavicle, as well as the humerus. Обязательно задуматься о стабильности структур, составляющих комплекс плечевого сустава, о лопатке, о ключице, о плечевой кости. I mean, obviously, sometimes you're not going to be rehabilitate the ligament itself, but most of the time. Не всегда требуется реабилитация, собственно, связок. Now let's go back to the original study. Нет, давайте вернемся к истокам. The original study was done on a medial collateral ligament on the knee. Значит, исходно исследования проводились на медиальной коллатеральной связке коленного сустава. Instability, but it wasn't torn sufficiently for surgery. То есть фактически наблюдалась нестабильность, но существенного разрыва связки не было. Now, what muscle would do the same as a medial collateral ligament? Какая мышца в своей функции повторяет функцию медиальной коллатеральной связки сустава? What muscle supports the inside of the knee? Какая мышца поддерживает медиальную поверхность коленного сустава? Укрепляет ее. Adductors. Приводящая. That adductor group, which would include the gracilis. Но сюда же можно включить тонкую. So what this study involved was doing isometric exercises for Значит, в the adductor. исследовании использовали изометрическое упражнение, And they found that the medial collateral ligament would shorten and tighten. и потихонечку более прочной снова стала медиальная коллатеральная связка. So when I heard that, I said, well, that should be able to be used anywhere in the body. И когда я услышал об этом исследовании, я сказал себе, ну если так это работает с медиальной коллатеральной, значит любая связка должна реагировать аналогичным образом. So in the case we had here with the potential stretching of the acromioclavicular Значит, в ligament, нашем случае мы уже видели пример потенциального растяжения акромиально-ключичной связки. I said to myself, now what muscle covers that joint that we Я could в свое tighten? время сказал себе, какая мышца находится в области сустава, которая может сымитировать направление волокон связки. And if you watch what I was doing, I was having her contract the anterior portion of the deltoid, И если вы обратили внимание, я просил пациентку сокращать переднюю порцию дельтовидной мышцы, posterior
portion of the deltoid. заднюю порцию дельтовидной мышцы. And I have Попеременно. her do that every 2 hours all day. Ну, конечно, можно было бы 2 часа в день так делать. And I also, in her case, it's both shoulders, so I don't do that, but I tell them not to sleep on that side. Но на самом деле рекомендуешь пациенту упражнения на дом, и более того, рекомендуешь не спать на этом плече. Because when you're lying, sleeping on it, you tend to aggravate it. Потому что как только ляжешь на это плечо, снова агравируешь ситуацию и испортишь все, что починил за день. In her case, she's going to be doing both. Но в случае нашей пациентки ей надо работать с обоими One's плечами. going to heal faster than the other. Одно заживет быстрее, чем другое. And then I may try to change her sleep position. Ну и, конечно, надо проверить положение сна. Sacroiliac joint. Крестово-подвздошное сочленение. You have an unstable sacroiliac joint. Нестабильность. What two muscles Какие две мышцы? support the sacroiliac joint? Какие две мышцы поддерживают КПС? Piriformis, Грушевидная gluteus maximus. и большая ягодичная. Okay? So what do I have them do? I have them do an isometric exercise for the two. Значит, нужно изометрически тренировать эти две мышцы. So I sit them on the table. Сажаю на кушетку. What would I do with the leg to contract gluteus maximus? Что сделать с ногой, чтобы сократить большую ягодичную? I have them push down. So I put my hand underneath the leg and I say, now push down Сказать against my hand пациенту hard. упираться бедром в кушетку, подкладываю руку, проверяю, как он это делает. What would you do to contract piriformis? А для сокращения грушевидной Have them push in. So давить стопами друг на одну стопой внутрь. push down for a count of 5, push in for a count of 5. То есть в кушетку досчитали до 5, потом внутрь досчитали до 5. Alternate it. Вот в таком перемежающемся режиме. You will start to tighten the joint. Have them do it multiple Сустав times a начнет day. укрепляться. I try to get the patient actively doing something multiple times a day То есть for я anything всегда they have. стараюсь, чтобы пациент был активно вовлечен в процесс лечения, чтобы он выполнял упражнения по нескольку раз в день. Только сейчас показывал. Что еще показать? Сейчас, одну секундочку, извините. Я не поняла, что он должен еще показать. Стопой внутрь. Упирается стопой в стопу. Смотрите, смотрите, он вам показывает. Push in. No, no, Так no. народ думал, вы просто так ногами болтаете, оказывается, вы упражнения показывали. Все уловили, да, что бедро в кушетку, стопа внутрь. Who earlier had a weak gluteus maximus? Who had a piriformis syndrome У earlier? кого синдром грушевидной мышцы? Кто-то выходил уже с синдромом. Who did I put a belt around? На кого я ремень одевал? Come up here. Идите обратно. Sit down here. Садитесь на кушетку. Which leg was I working on? Какая нога была? Was that leg right? Slide back. Глубже садитесь. Is that tender? Чувствительно? Yeah. Pull down. Упирайтесь в кушетку No, pull, ногой. pull. Нет, упритесь и Keep держите. pulling. Давите Down. в кушетку No. ногой. No. Прижмите руку к кушетке и не поднимайте ногу. Pull down. Прижимайте. Good. Push in. Стопой внутрь. 2, 3, 4, 5. Pull down. В кушетку бедром. Push in. Стопой внутрь. Pull down. Push in. Pull down. Теперь сами. Push in. Pull down. Push in. Не больно? Now, okay. There is muscle tension that comes up the body when you have an unstable sacroiliac joint. Знаешь, когда КПС нестабилен, возникают мышечные напряжения в теле. So one of the things that I'll do, especially with people who cross their legs, Особенно говоря о тех, кто сидит, положив ногу на ногу. does this hurt? Put stress on the joint, see if it hurts. Я всегда говорю, посмотрите, больно, не больно, стрессировали сустав, и смотрите, появилась боль или не появилась. If it doesn't, fine, sit that Если way. не появилась, продолжайте так сидеть. Otherwise, this, you see, when you do this, what's happening back here? Ведь что происходит сзади, когда ногу на ногу кладешь? You're putting stress on the sacroiliac joint. Стрессируется КПС. If it doesn't hurt, fine, do it. If it hurts, Не don't do болит, ну it. и сидите, как сидели, а болит, задумайтесь. Sit down. Does that hurt? No.
Yes? No? Okay. Cross your legs the way you Ногу на like. ногу. Then don't do that. Так не надо так Do the делать. other leg. Другую ногу. Good. Тут Don't do хорошо. this one. It's the same thing. Так что выбирайте. She's just putting torque on the joint. Why would you do it? Вы просто травмируете сустав. Зачем это делать, если знаете, что не годится? How long do I have to do this until this doesn't hurt? Something like that. Сколько? Столько, сколько надо, чтобы перестало болеть. Okay. We got 5 minutes for whatever questions you have. You had them. What? You haven't recommended anything what to do. Now she's interested. Who's interested? Then come back up. Это еще был не вопрос, была просьба показать, да, какие упражнения, что делать вам надо. Если уже атрофируются мышцы. So if you are saying that there's muscle atrophy, is there anything to be done? Cut the arm off. Отсечь руку, да и делать с концом. Jesus. Push Господи, down. Боже мой, проблема. What did she have? Что мы у вас выявили? She had what? Выявили, ну, Push down. вниз, Push down. Put your head down. голову, Push down. вниз. She's got weakness when she puts her head down. Как только Okay. опустила голову, так слабость возникла. I'm a pillow against a wall. I'm the Я headrest in the подушка, car. прижатая к стене за вами. Pull your head back. Упирайтесь головой в подушку. Let it off slowly. Медленно расслабляйтесь. Turn. Pull back. Упирайтесь в подушку. Let it off slowly. Медленно расслабляемся. She's got to strengthen her neck extensors. Надо усиливать, укреплять разгибатели шеи. What else did she have? Что еще у нас есть? Tender? Больно? Yay. No. А тут нет. Okay. If you have tenderness in a muscle, Если tender, болит мышца, if you stretch the muscle and it gets less, how's that? растянули мышцу, и уже не так болит. You have a muscle that is shortened and tightened. Знаешь, мышца укорочена, напряженная. She needs to massage Ее надо down массировать, and get this muscle to loosen. чтобы она стала менее напряженной. Push back, Назад, back. назад. She has no strength in the rhomboid. Нет силы ромбовидных мышц. Push back, Назад, no, back, назад. Строго назад. back. Stop. Не поднимайте плечо, рукой сопротивляйтесь назад. Mid-trap is weak. Средняя трапеция слабая. And so she's got the same thing you've seen before. You have to treat the Все то rhomboid же and the самое, что вы mid-trap. видели раньше. Надо заниматься ромбовидными, заниматься And so трапецией. then I give her tubing to exercise Берете to тюбинг, pull this back. выполняете упражнения. Все, наверное. Now, Нет, да. не все. Не Sit. все. Сидеть. What did she have before? Что мы Bend, еще обнаруживали с пальцами? fight. Сопротивляйтесь. Now, what muscles support and approximate the radius in the ulna? Какие мышцы не дают расходиться лучевой и локтевой кости? Hold this, Держите. weak. Слабые. So you have two muscles. You have pronator teres and pronator quadratus. Два пронатора, квадратный и круглый. Now, someplace I got some tubing, but we're not going to get it. Можно и тюбингом. Go like this. Вот так делайте. Go. Go again. Еще раз. All the way. Keep going. Давайте, Go back. давайте. Go again. Еще раз. Go. Еще. So I take the tubing and I have her go from palm up to palm down. То есть тюбингом упражнение из супинации в пронацию. And so what she's actually exercising are the pronators. And she has to То keep есть her elbow фактически beside тренируем her. пронаторы. Go. All the way. Давайте еще. Go again. Hold. And many times this exercising the muscle starts to approximate it. То Now, есть тренировка мышцы дает эффект сближения костей. depending upon what she's doing, I may put a tennis elbow splint on for a bit. Может быть, даже надо было бы немножко шинировать локоть, в зависимости от того, какие движения в течение дня But чаще всего. I give her 2 lengths of tubing, one to keep at home and one at work, and I want this done every hour, hour and a half, all day for 30 Каждый час, seconds. каждые полчаса. То есть, чтобы тюбинг был и дома, и на работе. Come on, go. Ну давайте, тренируйтесь. So she has to strengthen the muscle. Надо усиливать мышцы.
How do I know she strengthened it? She comes back in the office, she leaves on her hand 5 times with her body weight. Does it stay strong? Good. If it doesn't, you haven't done it enough. Ну, а потом что? Пришла в следующий раз, проверили, там уперлась несколько раз в кушетку, Now, посмотрели, she's не возникло getting- ли снова слабости. Squeeze. Не возникло, значит, работала хорошо, молодец. The pronator quadratus is what holds the carpal bones together. Квадратный пронатор, тот пронатор, который держит в костике запястья. Pronator teres is what holds the radius in. Круглый, который держит луч. Now, if she does that, then she can go back and rehab the hand and build А up потом these уже hand можно будет muscles. реабилитировать кисть, возвращать силу мышц. Okay? I'm always looking for what can I have the patient do to help themselves. Я всегда думаю о том, что пациент может сделать для себя сам. Okay? She has to do what? Ей что надо делать? Got to keep her head up. Голову не опускать, Got to get these shoulders back like this. плечи не сутулить. Relax. Расслабьтесь. Relax. Расслабьтесь. Take this off. Just a Снимайте. minute. Stand up. Вставайте. Relax. Расслабьтесь. And what I say to people when you look at them, I say, I don't want to see any wrinkles in the clothes here. Я обычно говорю, чтобы никаких морщинок вот здесь на одежде не было. Because when they're back like this, there's no wrinkles in the clothes. Стоять так, чтобы не морщинилась на груди одежда. She has wrinkles. А у вас морщинки. Not in the face, but in the clothing. Не на лице, а на одежде. Okay? But it's an easy thing for the person to look in the mirror and they can tell, hey, they're upright. Ну, то есть находите то, что пациент будет легко отслеживать сам. Глянул на себя в зеркало, увидел морщинки, значит, Okay. не годится. Well, I hope you learned something. Open Очень your eyes. надеюсь, что вы хоть чему-нибудь научились, хоть какой-то урок из сегодняшнего занятия извлекли. Слушаю вас. Time's up. So, why muscle testing tests static? So in statics, we test the muscle and then we give dynamic exercises. Maybe static exercises would be better. There are times that isometric exercises at beginning stages are better, but in the long run, you do something dynamically through a range of motion. What I haven't shown here is testing muscles through a range of motion. Sometimes you have weakness in one area of motion На of самом a деле, что и joint. упражнения бывают разными, изометрические как-то рекомендации тоже не всегда одинаковые. Иногда даются упражнения на увеличение объема движения. И тестирование бывает динамическим, оно бывает в разных участках объема. То есть динамическое тестирование, которое выявляет слабость в каком-то конкретном секторе в доступном объеме движения. Не все было сегодня показано, не о всем рассказано. Job done. That's it, it's 2 o'clock. Все, большое всем спасибо.